Можно сказать, мы снимали этот фильм 25 лет, с тех самых пор, как в Чечне к власти пришла семья Кадыровых. От этой семьи уже давно остался младший сын Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Все эти годы мы и другие журналисты факт за фактом, как пазл, собирали ужасающий портрет этого человека. Однажды мы спросили у высокого московского чиновника, в чем секрет неприкосновенности Рамзана Кадырова. Помните его ответ, когда будете смотреть наш фильм. На протяжении последних лет многочисленные родственники главы Чечни Рамзана Кадырова один за другим получали высокие награды и должности. Наградить орденом Дуслык Кадырова Адама Рамзановича. Орденом парламента Чеченской Республики награждаются Кадыров Ахмат Рамзанович. Предлагается Кадырова Айшат Рамзанову, значит, двух вице-премьер, который... Звание Героя Чеченской награждаете Кадырову Хамзату Селимхановичу. Награжден. Пароль – это часть речи, которая обозначает действие, метра и печать на вопрос, что делать, что сделать. Поначалу казалось, что самым обласканным наследником стал старший сын Кадырова – Ахмат. В начале 2023 года он женился в возрасте 17 лет. Но дорогие кортежи Кадырова, неважно какого, уже не удивляют. А удивительно, что юного Ахмата принял в Москве президент России Владимир Путин. Встречей своего сына с президентом похвалился в телеграме сам Рамзан Кадыров. Уважаемые коллеги, добрый день. Зачем Путину лично встречаться с чеченским подростком, если даже с собственным кабинетом министров он уже давно общается по видеосвязи? Потом настал черед третьего по старшинству сына Кадырова. Время прилагательное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «какой», «какая», «какие». В тот момент 15-летнего Адама. По какому поводу сейчас задержан сотрудниками полиции? Я сжигал Коран. В мае 2023 года 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля поместили под стражу по делу об оскорблении чувств верующих. Без малейших юридических оснований арестованного перевели под стражу в Чечню. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель доставлен в Чеченскую Республику. Аллаху Акбар! Там же, вероятно, состоится суд, и там же в случае обвинительного приговора преступник будет отбывать наказание. Позже к нему в СИЗО пришли отец и сын Кадырова. Изучить, как сам ислам, хотя бы постараться. Про ислам? Да. Самое невероятное началось уже после избиения. На 15-летнего подростка посыпались награды и назначения. Героя Чеченской Республики. За ратный труд во славу Отечества. Несмотря на возраст, он стал одним из командиров службы безопасности Чечни и получил 9 наград в разных российских регионах. На протяжении последних 1,5 лет с самим Рамзаном Кадыровым также происходят странные вещи. Глава республики не то страдал от тяжелого заболевания, не то был отравлен.
Он очень в плачевном положении. Каждое новое появление, он еще более раздут. Есть много такого фактического материала, говорящего о том, что у него огромные проблемы со здоровьем. Этому находились все новые косвенные подтверждения. Кадыров, всегда влюбленный в самый пиар, вдруг начал исчезать из вида. Например, его нет на оглашении послания президента Путина в феврале 23 года, а потом и в начале 24-го. Даже официально Кадыров в 2023 году был в отпуске трижды. Иногда, появляясь перед камерами, он как будто подтверждал пессимистичные инсайды о своем здоровье. Жизнь вообще интересно бывает, когда бывает короткая, да. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Слухи о болезни Кадырова достигли пика осенью 23 года. Тогда некоторые говорили, что правитель Чечни якобы впал в кому, из которой, вероятно, уже не выйдет. Но Кадыров, если и был в тяжелом состоянии, то научился ловко это скрывать. С середины осени 2023 года он опять показывается на людях. И как раньше выкладывает собственные вертикальные видео в соцсетях. Ахмад сил, Аллаху Акбар. Из-за проблем со здоровьем Кадыров начал готовить преемника, точнее, преемников. Он наводнил членами своей семьи чеченскую вертикаль власти. Эпоха зла, насилия, горя, где жизнь теряет всякий смысл. Что сделало Кадырова таким злодеем? Или, может быть, кто? Мир погибает, оглянись. Мы нашли, вероятно, один из главных каналов, с помощью которого Кадыров выводит и обналичивает бюджетные деньги. И еще кое-что. Как и любого диктатора, Кадырова окружают мифы. При этом немалая часть этих мифов создана им самим. Глава Чечни сегодняшний, Рамзан Кадыров, он в так называемую Первую Чеченскую войну с оружием в руках воевал против федеральных сил. Я не знал, что это такое джихад, мне было 17 лет. Отсюда я пошел до Ведено пешком, первой кампании. С оружием, вот, тайком, обходя все пути, все позиции там федеральных там. Еще одну широко растиражированную легенду об убийстве Кадыровым российских солдат будет приглашен Рамзан Кадыров для того, чтобы он ответил за свои слова о том, какого русского он убил в 16 лет. ввела в обиход публицист Юлия Латынина.
Нет, никого Рамзан в 16 лет не убивал, он даже не воевал. Свой первый автомат он получил только в 95-м, в подарок от Ямадаевых. Кадыров окончил школу, уже начавшей борьбу за независимость Чечено-Ингушской АССР. Скоро эта республика разделится на две. И Чечня, или Ичкерия, как она себя называла, начнет вооруженную борьбу с Москвой. После школы молодой парень никуда не поступал. Вероятно, школа – это его единственное настоящее образование. Годы спустя Кадыров провозгласит себя сначала кандидатом, а потом доктором наук. И даже академиком Российской академии естественных наук. Кадыров 90-е. Он кто? Я бы сказал, в первую очередь, он любимый сын, который был всегда подле своего отца. Ахмат Кадыров, так звали отца Рамзана, просто души в нем не чаял. Хотя сыновей у него было двое. Старший сын, Зелимхан, или просто Зелим, как называли его сверстники, был любимчиком матери, Аймани Кадыровой. Отец, фигура которого чрезвычайно важна в чеченской культуре, всюду таскал с собой молодого Рамзана, но почти не брал Зелимхана. В 1995 году отец Кадырова был назначен муфтием, то есть религиозным лидером чеченцев. И на этой церемонии Рамзан был рядом с отцом. Здесь он познакомился с президентом Ичкерии, мятежным генералом Джахаром Дудаевым. Вот еще пример особых отношений с отцом. 2002 год. В Чечню прилетели кремлевские чиновники, включая главу путинской администрации Александра Волошина. В какой-то момент Ахмат Кадыров попросил войти в комнату молодого человека. «Это мой сын Рамзан, он руководит спортивным клубом. Не могли бы вы с ним сфотографироваться?» То есть отец буквально ввел сына во власть? Конечно, но знаете, кто еще больше сделал для политического будущего Рамзана Кадырова? Российские спецслужбы и Кремль. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Нам нельзя терпеть государство, где есть власть, государство, где есть сила, терпеть на своей территории такие формирования. Нельзя. С ними надо закончить. Самая жестокая война, которую только видел человек со времен Адама и Евы. Скажи своему командованию, пока не поздно, что остались у вас люди, давай отведите из города, уходите, Алик. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Пришли к нам с войною России солдаты, вместо денег, цветов запылала броня. Помнись, Россия, за все ты в ответе, и ляжет позором на вас это
Первая война в Чечне – одна из тех войн, исход которой решался не на поле боя, а в московских кабинетах. Руководствуясь своими политическими целями, разные силы в Москве то раздували конфликт, то неожиданно его замораживали в тот момент, когда, казалось, победа уже близка. Весной 1996 года, когда Кадыров-старший уже был муфтием сепаратистов, военная удача была на стороне российской армии. Точным попаданием ракеты был убит глава Ичкерии Джохар Дудаев. Армия взяла практически все горные районы Чечни, вытеснив боевиков в леса. Новых чеченских вождей Ельцин демонстративно унизил. Их позвали в Кремль. Садитесь. Смотрите как, я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Отругали за опоздание. А потом, пока чеченцы спали на кремлевском объекте, Ельцин показал, что способен не только на лобовое столкновение, но и на византийскую хитрость. Оставив в Москве делегацию Яндарбиева, Ельцин полетел в Грозный, чтобы там объявить армию победительницей в Чеченской войне. Война закончилась. Мятежников вы разгромили. это был единственный визит Ельцина в Чечню. Перед выборами президенту были нужны красивые жесты. Успокаивая население, он объявил о победе, приостановке боевых действий и на броне БТРа подписал указ о сокращении срока службы в горячих точках. Еще чуть-чуть, и Ичкерия бы кончилась. При осуществлении полномочий защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Мы решили, полагаю, решили мудро, что мы выведем отсюда войска. Мы отложили решение о наших взаимоотношениях до 31 декабря 2001 года. Хватит, навоевались. Истинный смысл этого договора был один – отложить новую войну и подготовиться к ней. Чечня де-юре осталась частью России, но де-факто стала независимой территорией, где тут же начался уже внутренний конфликт. Приведен в исполнение смертный приговор Верховного шариатского суда. Присутствовать при жутком зрелище очередной публичной казни. Военно-полевой суд приговаривает Загаева Амира Абдул-Лахиевича к высшей мере наказания через расстрел. После 96-го года в Чечне царила анархия, руку к которой приложили не только сами чеченцы, но и Москва. Или мы будем сидеть строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на кафира и первыми начнем их убивать.
Силу набирали ваххабиты, самыми известными вожаками которых были Шамиль Басаев и Зелимхан Яндарбиев. Он даже хотел войну между исламом и христианством даже завязать. Вот такие глубокие мысли были у Яндарбиева. А Басаев действительно, он зомбирован, он хочет создать халифат от Каспийского моря до Черного моря. У него вот задача стать имамом. На другом фланге были противники ваххабизма, полевые командиры братья Ямадаевы. Между первыми и вторыми метался новый президент Ичкерии Аслан Масхадов, избранный на этот пост после гибели Дудаева. Аллах нам даст победу. Россия проиграет эту войну. Позорно проиграет, если уже не проиграла. За каждым из них стояли вооруженные отряды. В Чечне постоянно стреляли, убивали и похищали людей. И приезжих, и своих. Несколько раз было похоже, что вот-вот начнется масштабная гражданская война. И все эти силы в как бы независимой Чечне поддерживали из Москвы деньгами, оружием, советами. Это звучит немыслимо, но заместитель секретаря Совета Безопасности России Борис Березовский, то есть человек, отвечавший тогда за борьбу с экстремизмом, лично передавал террористам сумки с деньгами. Я же говорю, я тебе сейчас деньги показывал, вот тоже принесли, там по телевизору жалоб, что у тебя денег нет, вот тебе принесли, вот так же приносят. Фактически денег было гораздо больше, чем 2 миллиона. Разные чеченские силы получали средства или напрямую из российского бюджета, или в виде выкупа за заложников, или от торговли нефтью. Как бы независимая Чечня вовсю торговала нефтью и бензином на территории России. А деньги шли назад, на финансирование вооруженных отрядов. Сами вожди независимой Чечни, как будто не было войны, спокойно перемещались между Москвой и Грозным. Вот Аслан Масхадов в мае 1997 года в Кремле встречается с Ельциным. А вот министр госбезопасности Ичкерии Турпал Али Атгиреев, во время войны захвативший сотни заложников в селе Первомайское. Находясь в розыске, летом 1999 года он приезжает в Москву с оружием. Его арестовывают, но тут же освобождают. Представьте, что организатор нападения на Нью-Йорк 11 сентября, совершив теракт, приезжает в США. Его задерживают, но отпускают. Абсолютно нормально работали даже с теми, кто убивал российских военных. С одними работал ФСБ, с другими МВД, с третьими ГРУ. У всех были свои любимчики. Впрочем, даже среди любимчиков был фаворит. Мавлади Атлангириев, которого в жизни все называли другим именем – Руслан. В Чечне так бывает часто. Вор, гангстер, человек, причастный к убийствам. Он вел настолько закрытую жизнь, что в российской прессе никогда не публиковалась его фотография. Максимум фоторобот, да и тот не его. Преступную деятельность Руслан начал еще совсем молодым. В 70-х он провел какое-то время по подростковой статье в Чернокозово. Это тюрьма на территории Чечни. Потом Атлангиреев зачислился в московский вуз, но и его в итоге бросил, чтобы стать уже профессиональным преступником. На паях с еще одним чеченцем, Хош Ахмедом Нухаевым,
You are here tonight because you are the best and the brightest. Атлангиреев создал одну из самых влиятельных и жестоких московских банд образца 80-х и 90-х. Лозаннскую преступную группировку. Ну и, конечно, Мавлади Атлангириев – это тот человек, который очень многое сделал, чтобы привести к власти семью Кадыровых. Лозаннская группировка была тесно связана с российскими спецслужбами. Некоторые ее бойцы даже имели удостоверение ФСБ. Вероятно, агентом спецслужб был и третий известный лидер лозаннских – Максим Лазовский. Был завербован и Атлангиреев. По одной из версий, спецслужбы установили с ним контакт еще в 80-х. По другой, он попал на крючок, когда в 90-х его задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь за границу с пистолетом в багаже. После отсидки он вернулся в Чечню, и на освобождение ему авторитеты подарили двухдверный внедорожник Паджеро и толстую золотую цепь на шею. Он, кстати, был первый чеченец, который принял титул вора в законе. Ездил по горам с открытым окном, и оттуда орали Джекси Кингс. Вся молодежь ему завидовала. В 1999 году, за 2 года до конца хасавюртовского перемирия, спецслужбы начали искать кандидатов в пророссийские лидеры Чечни. Варианта отделения республики Кремль не рассматривал. Важную роль в поиске кандидатов играл Атлангиреев. У него были квартиры в Махачкале, это столица Дагестана, и на Тверской улице в Москве. Именно в этих 2 квартирах проходили первые консультации с теми людьми, кто был готов возглавить Чеченскую республику. Только что мы получили срочное сообщение ИТАР-ТАСС. Отряды Басаева и Хаттаба пересекли административную границу Дагестана и Чечни. Дагестан объявлен независимым исламским государством. В Москве, на Манежной площади, это в сотни метрах от Кремля, произошел мощный взрыв. В городе Буйнакске около 5-этажного дома взорвалась адская машина. Они давно знали, что там агабисты. Надо было их убивать. И как Еще один ночной взрыв в Москве. Количество погибших в результате взрыва дома на Каширском шоссе сегодня достигло 121 человека. Мне страшно. Мне страшно. Один из чеченских террористов, Басаев, сегодня объявил, что он никак не связан с этими взрывами в Москве и отрицает свое участие в этом. По словам Владимира Путина, цитирую по ИТАР-ТАСС, тех, кто это сделал, трудно назвать людьми. Их даже трудно назвать зверьми, я цитирую. А если и назвать зверьми, то бешеными. Если это звери, то бешеные. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким.
С августа 1999 года смотрины нового руководителя Чечни шли на квартире главного чеченского гангстера уже совершенно открыто. Чечне срочно нужен был пророссийский вождь. В качестве хозяина там был Атлангериев. От ФСБ они были главными на этих собеседованиях. Угрюмов, в то время замдиректора службы, от Кремля Сурков, а во главе, конечно, стоял Путин и его секретарь Сечин. Кстати, Сечин иногда лично на своей служебной машине возил чеченцев на встречу с Путиным в Дом правительства в Москве. Сначала, во время встреч на квартире Атлангериева в Махачкале, ФСБ отсматривала наиболее влиятельные чеченские кланы, у которых были деньги или вооруженная поддержка. Угрюмов встречался с семьей бизнесменов Бажаевых и с братьями Ямадаевыми. Когда они отказались, позвали Ахмата Кадырова, с которым Атлангериев был знаком с 90-х. Угрюмов терпеть не мог Кадырова, но деваться было некуда. В Чечне уже вовсю шли боевые действия. К тому же переход Кадырова на сторону федерального центра выглядел перспективно с точки зрения пиара. Ведь главный муфтий был тем, кто еще при Дудаеве объявил священную войну России. Удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим. Мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. С его переходом на сторону Кремля джихаду конец. Ахмата привезли в Москву, там поселился в квартире Атлангериева на Тверской, и оттуда его возили на встречу с Путиным. Кадыров согласился. Путин подарил ему коврик для молитв, потом этим ковриком Ахмат особо гордился. Ну и Чечню. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Но переговоры – это всегда торг. Одна из сторон должна что-то предложить другой, чтобы заинтересовать ее. Что же предложил Кремль? Вы будете удивлены. Отдать под крышу. Это значит разрешить беспрепятственно заниматься рэкетом в крупном российском городе. То есть Кремль предлагал отдать часть своего суверенитета, чтобы получить суверенитет над Чечней. В итоге Кадыровым отдали под крышу гораздо больше, чем город Новороссийск. В июне 2000 года Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни. Это уникальная должность. Других чиновников с таким титулом в России не было. Формально Чечней правил Путин, потому что в республике на время войны ввели прямое президентское правление. А Кадыров тем временем учился быть султаном. Ему действительно многое требовалось наверстать. Как и его сын Рамзан, Ахмат Кадыров к 2000 году не имел образования, кроме религиозного института и курсов комбайнеров. За год ему сделали высшее экономическое образование, а спустя 2 года еще и степень кандидата политических наук. Понятно, какого качества были эти ученые звания, но в политике он был действительно одарен. Он был такой хваткий, цепкий, хитрован таких еще называют. Федеральная власть предпринимает самую серьезную попытку официально оформить новую жизнь Чечни под российским флагом. Проходят выборы президента республики. Кадыров, хоть и учился быстро, к честным выборам был не готов. И однозначным лидером гонки он не был. Были иные сильные кандидаты.
Например, свою кандидатуру на пост главы республики выдвинул известный бизнесмен Малик Сайдуллаев. Мы всем показали настоящее лицо чеченцев. И тот человек, который сейчас скажет, что чеченцы – это бандиты, наверное, не разделался со своим уголовным прошлым. Но тут опять вмешался Кремль. Сайдуллаеву предложили должность помощника Путина и $1 с чем-то долларов. Как бы то, что он уже потратил на выборы. Уже как минимум дважды Кремль был готов платить черным налом, лишь бы выбранные им люди возглавили Чечню. Появятся такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевский. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Малика Сайдуллаева не допустили до выборов. Его подписи просто забраковали по решению суда. Сын чем сейчас реально занимается? Мой сын с 94-го года с оружием в руках. Сегодня он охраняет главу администрации Чеченской Республики. Формально да. С 2000 года Рамзан занимал должность командира вооруженной охраны своего отца. Но основная цель его отряда была в другом. Рамзан помогал ССБ ловить в Чечне сторонников сепаратистов. Делалось это разными методами. Были и реальные террористы, ликвидированные кадыровцами, были и случайные люди, которых убили ради галочки. Рамзан назначил награду в 3-5 тысяч долларов для тех, кто принесет ему две вещи: отрубленную голову боевика и его паспорт. Других доказательств не требовалось. Люди начали просто убивать своих врагов, резать им головы и выдавать за боевиков. Так или иначе, Рамзан оказался у спецслужб на хорошем счету. Когда в начале нулевых он приезжал в Москву, то даже ухаживал за дочкой одного из заместителей директора ФСБ. Его отец за первые полгода своего правления, напротив, натерпелся от московских начальников. Я сегодня не знаю, какими полномочиями я обладаю, какими полномочиями обладает представитель Казанцева у меня и какими полномочиями наделен комендант республики. Весной 4-го года он вернулся из Москвы, взвинченный такой. Говорит, все, в Кремль больше не поеду. Общение действительно складывалось непросто. Чечня постоянно требовала выручку от продажи местной нефти, а Москва отказывалась идти на это. У меня охрана 60 человек. Они все оформлены у нас в милиции. Достаточно? Я бы предпочел бы 600. Или 6 тысяч. Или 60 тысяч. Можем остановиться на количестве чеченцев, живущих на территории России. А если все, еще хорошо. Сегодня в Грозном совершен теракт. В 10:35 по московскому времени на стадионе «Динамо», где проходил парад в честь Дня Победы, прогремел взрыв. Президент Чечни Ахмад Кадыров погиб. Гибель Кадырова-старшего – всего второй случай за всю историю современной России, когда чиновника уровня главы региона насильственно лишают жизни. Первым за пару лет до Кадырова был глава Магадана, застреленный наемными убийцами в Москве. По тому поводу проводилось полноценное следствие, а гибель Кадырова, по большому счету, спустили на тормозах.
во всем обвинив боевиков. Однако в том взрыве в Грозном было очень-очень много странностей. Во-первых, на параде и вообще в Чечне в тот момент не было самого Рамзана, хотя он занимал пост главы службы безопасности своего отца. Знакомый Кадырова и бывший высокопоставленный чиновник Кремля нам сказали, что весь день 9 мая Кадыров-младший провел в Москве. Что он делал в столице? И почему его не было рядом с отцом? В тот же день Рамзана привезут в Кремль на встречу с Путиным. Ахмад Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным. Выпад сделан чеченскому народу. Это сознательный выбор. Фактически с этой встречи 20 лет назад и началось царствование Рамзана. Я прошу вашего прощения за неправильное воспитание. Приношу свои извинения, я был неправ, действовал сгоряча. Я хочу извиниться за свои недостойные поступки. Я извиняюсь, что это была ошибка. Тогда кто охранял Ахмата Кадырова на стадионе? Старшим Рамзан оставил своего подчиненного с позывным «Мамак». Имя этого человека – Магомед Исрапилов. Он родом из Аргуна. Как его описал наш собеседник, он был здоровый, как медведь. Выглядит как фантастика, но это реальность. Судя по тому, как Кадыров одновременно расправился с братом Мамака, в казнь с помощью льва верится легко. Тем более у Кадырова, как у всякого уважающего себя диктатора, есть зоопарк с диковинными животными. Мамака казнили как в Средневековье. По одной версии за то, что Исрапиловы были завербованы боевиками. По другой, Мамак сам имел чересчур большие политические амбиции и мечтал подсидеть босса. Как бы то ни было, важных свидетелей теракта 9 мая больше нет в живых. Вторая странность – поразительная избирательность того теракта. Обычно боевики старались устраивать взрывы с максимально возможным числом жертв. Тем более на стадионе в тот день собрались сотни чеченских силовиков, убить которых боевики явно были бы не против. Но точно направленный взрыв прогремел аккурат под тем самым креслом, на котором сидел Кадыров-старший. Вот Кадыров принимает парад. Слева от него Хусейн Исаев, глава Госсовета Чечни. Он погибнет. Во время парада он постоянно шептался с шефом, склонившись в его сторону. Справа от Кадырова российский генерал Валерий Баранов, тогда командовавший армией на Кавказе. Его левая нога была чересчур близко к главе Чечни. Ему ее оторвало взрывом. Генерал выживет и уйдет в отставку. На трибунах становится тише. Раскрошенный бетон, рваная арматура и 3 пятна крови. Там, где сидели Кадыров, Исаев и генерал Баранов. Взрыв тогда убил, абсолютно точно могу сказать, 2. И 1 человека тяжело ранил. Однако на следующий день после теракта чеченские власти сообщили, что погибших уже 6.
неназванная девочка, 2 кадыровских охранников, тоже без имен и званий, и чеченский фотожурналист Адлан Хасанов, работавший тогда на агентство «Рейтер». Как они погибли, находясь на дистанции от взрыва, который не убил даже ближайшего соседа Кадырова, неизвестно. Как нам рассказали коллеги Хасанова, он находился метров в 30 от Кадырова. Причем никто из репортеров, стоявших рядом с ним, не пострадал. Тогда была версия, что как минимум Адлан Хасанов погиб совсем не от взрыва. А от случайной пули, выпущенной кадыровской охраной. Кто и в кого стрелял, так и осталось непонятным. Боевиков на стадионе точно не было. Бля, побежать сейчас скинули. Никуда не ходи. Ну там тебя еще завалят случайно. Ну нахрен, что здесь И последняя странность. Место и время. Как заявило следствие, взрывчатку под трибуну боевики заложили сильно заранее. По основной версии, во время ремонта стадиона, который шел последние 3 месяца. А выяснили, где заложено было? Где было? То есть кто-то смог поместить небольшую бомбу точно под тем креслом, где спустя время сядет Кадыров. Еще маловероятнее это выглядит, если учесть, что о поездке Ахмата Кадырова на стадион «Динамо» знало только его ближайшее окружение. Никто другой так последовательно и самоотверженно не сможет следовать пути, заложенному вами и президентом Кадыровым, как сын Ахмат Хаджи, Рамзан Ахматович. Даже если представить, что в современном государстве передавать власть по наследству – это нормально, возникает вопрос, почему власть передали младшему сыну Ахмата Кадырова? Действительно, бывший московский топ-чиновник подтвердил нам, что именно на той встрече в Кремле Путин дал понять Рамзану, что именно он будет следующим главой Чечни. Такой уж феодализм. Впрочем, даже по феодальным законам власть должен был унаследовать старший сын, брат Рамзана Зелимхан. Зелимхан старше Рамзана на 2 года. Во время Первой Чеченской войны в боевых действиях он тоже не участвовал. Дома сидел. Ну, кайфарик был. Пристрастился к наркотикам. А к 2004-му, когда отец погиб, он довольно тяжелые вещества употреблял. Помимо проблем с наркотиками, а может и из-за них, Зелимхан постоянно попадал в историю. Одна неприятнее другой. Он дрался с теми, кто ему не нравился. Щеголял оружием. В 1997 году характер Зелимхана привел к трагедии. На одной из заправок в Чечне он повздорил с другим посетителем, чеченцем, родом из Ножа-и-Юрта. Начал угрожать ему пистолетом и, как говорит очевидец, случайно выстрелил, убив оппонента на месте. После этого вся семья Кадыровых какое-то время пряталась от кровной мести. Позже история закончилась примирением. Когда Ахмат Кадыров стал чеченским руководителем, Зелимхан не унялся.
Во время очередной нетрезвой выходки с применением оружия его кратко задержали в Кисловодске. Ему все сходило с рук. Зелимхан не раз попадал в аварии, в том числе довольно серьезные. Да и своего старшего сына, которому тогда не было еще и 10 лет, сажал за руль и разрешал ездить по селу. В момент смерти отца Зелимхан числился старшиной чеченской милиции. Так себе должность, но даже ее он формально занимал. В основном безобразничал дома. Наверное, его тяготило, что отец любил больше младшего брата. Старый родовой дом Кадыровых в Цанторое. Сейчас вокруг него дворцы, которые для своей большой семьи построил Рамзан. А в те годы вокруг дома были лишь поля или зеленка, как такой ландшафт со времен войны называли сами чеченцы. Старый дом, как конструктор, состоял из 3 частей. Еще с 90-х одну часть занимал отец, другую повзрослевший и женившийся Зелимхан, а третью Рамзан. Сюда он тоже привел как минимум одну из своих жен. К 2004 году Ахмат и Рамзан продолжали жить вместе в своем родовом доме, а Зелимхана отселили в дом на другой стороне улицы. Именно в этом новом доме Зелимхан и встретил новость о гибели отца. В тот момент Зелимхан себя буквально не контролировал. Он как-то с оружием вломился в дом брата и начал себя агрессивно вести. В другой раз решил обыскать свой дом в поисках прослушки. И нашел ее. В общем, отношения Рамзана и Зелимхана в тот момент были, мягко говоря, не очень. Старший брат, тем более такой, это была постоянная угроза для Рамзана. Это случилось в том самом новом доме через улицу от усадьбы Рамзана. Власти сообщили, что Зелимхан умер во сне от сердечной недостаточности, вызванной последствиями той самой тяжелой автоаварии, в которой он побывал ранее. Это последнее прижизненное фото старшего брата Рамзана Кадырова на похоронах их отца. Рамзан никогда особо не распространялся об обстоятельствах последних лет и дней жизни своего брата. Иногда в траурные годовщины он выкладывал в соцсетях трогательные семейные фотографии. Знаете, я бы проверил, не связан ли Рамзан со смертью брата. В день смерти Зелимхана Рамзана опять не было рядом. Он вновь был в Москве, на приеме у Путина. Одного из сыновей своего покойного брата Рамзан позже устроит на работу министром спорта Чечни. Я люблю, уважаю, даже больше люблю. Я думаю, что это любовь к брату, переходящую к племяннику больше, чем к своим родным детям. Другой племянник, тот самый, которому малолеткой разрешали гонять на машине, попадет в автокатастрофу и погибнет. Ему было 13 лет. В 2004 году Рамзану 27 лет, а президентом Чечни мог избираться как минимум 30-летний человек. К тому же тогда вокруг Кадырова еще хватало чеченцев, которые могли поспорить с юным наследником амбициями и богатством. Другими словами, у Рамзана были конкуренты.
И с этим что-то нужно было делать. Сначала Рамзану и Кремлю потребовалось найти кого-то, кто согласится на время занять пост президента, а потом безропотно отдать это кресло повзрослевшему на 3 года Кадырову-младшему. Этим человеком стал Алу Алханов, работавший милиционером еще с советских времен. Люди, знающие Алханова, отзываются о нем как о хорошем человеке с принципами и авторитетом. Но его грубо и насмешливо использовали. Кандидатуру Алханова выдвинули прямо на поминках по Зелимхану Кадырову. Рамзана не смутило даже то, что самого кандидата в момент выдвижения в президенты не было рядом. Алханов уехал на другие похороны. В горах прощались с его отцом. Нонсенс. Человека выдвинули в президенты в его отсутствие. Кремль сделал все, чтобы снять всех сколь-нибудь существенных соперников с выборов. В итоге с Алхановым конкурировали люди, имен которых ни до, ни после в Чечне никто особо не знал. Того же Сайдулаева опять сняли с выборов под комичным предлогом. Нашли помарки в его российском паспорте. Но даже этого было мало. Люди не знали Алханова, и его победа в первом туре могла не состояться. Чтобы обеспечить его выигрыш, Путин пошел на беспрецедентный шаг. Мы бы хотели и просили бы вас оказать нам помощь в том, чтобы вся вырученная сумма от экспорта чеченской нефти направить на восстановление именно и экономики, и социальных сфер. Путин пообещал республике выручку от продажи местной нефти. Это было заветное желание чеченцев периода войны за отделение от России. Правда, в итоге особой экономической выгоды щедрость Путина чеченцам не принесла. Эта фотография дает представление о реальном положении дел в Чечне в 2004 году. Алханов и Кадыров беседуют с Путиным. Рамзан вальяжен, уверен в себе. Он выглядит главным. А Алханов, понурившись, смотрит в пол. Разворачивайте транспаранты. Без футболок уходите назад. Рамзан Кадыров – лучший друг молодежи. Рамзан Кадыров – лучший друг спортсменов. Владимир Путин – лучший друг Рамзана Кадырова. Лучший из лучших в наших рядах. Мы из Рамзана, с нами Аллах. Везде вот только ихняя фотография, а как будто нет президента в республике. Вот что нам не нравится. Иногда казалось, что Кадыров буквально издевается над своим ставленником. Например, перед выборами выяснилось, что Рамзан поддерживал одного из соперников Алханова. Просто назло. Алханов тогда победил в первом туре, но издевательства со стороны Кадырова продолжились. Впрочем, слово «издевательство» не совсем подходит, чтобы описать, какими методами Кадыров боролся со своими конкурентами. Он буквально по крови шел к посту президента. Лето 2004 года. Алханов еще даже не избран президентом Чечни. Вовсю идет избирательная кампания, а на повестке вопрос: кто будет главой правительства при новом президенте? Должность премьера, она хоть и вторая по значимости, но очень важная. Глава правительства сидит на финансовых потоках, идущих из федерального бюджета в республику. Премьером в тот момент работал назначенец из Москвы, молодой финансист Сергей Абрамов. Скажи, что президент сказал России. Президент страны, верховный главнокомандующий. Кадыровы его не любили, но до поры до времени терпели. До него, по инициативе Ахмата Кадырова, были уволены уже 2 русских премьера Чечни – Михаил Бабич и Анатолий Попов. Попова отстранили после того, как его кто-то отравил во время посещения одного из чеченских сел. У него сильно пострадала печень, состояние было весьма тяжелым. А Кадыров просто заявил, что республике не нужен больной премьер.
Попов в Чечню больше не вернулся. Никакого расследования отравления не проводилось. Место Попова занял Абрамов. Он, видимо, догадывался, на что соглашается. Первое несчастье случилось с ним как раз летом 2004 года. Рядом с его машиной в Грозном взорвался фугас. Погиб сидевший рядом с премьером охранник. При том, что в 2004 году чеченское руководство ездило уже на «Мерседесах», Абрамов ехал на старой бронированной «Волге», которая стояла на балансе у российских военных в Грозном, и не с чеченской, а с военной охраной. Как будто не доверял Кадырову. Я ездил на этой же «Волге» по Чечне еще в 99-м. Мы тогда под жопу подкладывали кусок железа, а по обе стороны от меня садились два военных бугая в бронежилетах. И вот в таком зажатом состоянии гнали с бешеной скоростью. Это был намек Абрамову? И не единственный. Выясняются подробности страшной аварии, в которую попал этой ночью Сергей Абрамов. Неподалеку от Москвы бронированный «Мерседес» столкнулся с грузовиком, груженным кирпичами. А знаете, куда он ехал? В аэропорт. Он должен был лететь в Чечню. Там тогда планировались парламентские выборы, ход которых он должен был контролировать как глава правительства. Никакого расследования этой аварии не проводилось. В итоге на парламентских выборах в Чечне победили кандидаты, сплошь лояльные Рамзану. А Абрамов спустя какое-то время тихо покинул свой пост, уступив его Кадырову-младшему. Рудник Дудаев, не родственник убитого лидера Ичкерии Джохара Дудаева, работал в КГБ и ФСБ еще с советских времен. В 80-х он присматривал за исламскими организациями в Узбекистане, где тогда учился Ахмад Кадыров. КГБ тогда следил за всеми религиозными вузами. Когда Кадыровы пришли к власти, Дудаева командировали в Чечню. Дудаев был секретарем Совбеза Чечни, то есть человеком, который координирует работу всех силовиков в республике. И жил он прямо на территории комплекса правительства в Грозном под охраной российских военных и ФСБ. На этой территории в небольших вагончиках жили тогда все присланные из Москвы чиновники. Потому что они не доверяли Кадырову и его людям? К вопросу о доверии. Вагончик Дудаева единственный, который по неустановленной причине вспыхивал за тот год дважды. В первый раз Дудаев был в отлучке и не пострадал, а вот во второй... Расследование его гибели не проводилось. Место погибшего во главе Совбеза занял помощник Рамзана Кадырова. Наконец, апрель 2006 года. Охранники Кадырова, который тогда работал премьером республики, в центре Грозного вступают в бой с телохранителями президента Алханова. Льется кровь. Просто представьте на секунду. Это то же самое, если бы охрана премьера Мишустина вступила бы в центре Москвы в перестрелку с охраной президента Путина. Кадыров всеми средствами унижал своего босса. В офисе Алханова то отключали связь, то Кадыров увольнял кого-то из подчиненных Алханова, не сказав тому ни слова. Я хозяин Чечни, я отвечаю за все. Крики не бывает, когда. Кто работает, будет работать. Кто не работает, да, салам алейкум. Самый комичный эпизод этого противостояния выглядел так. В Чечню приехал Николай Басков. Он известен тем, что за щедрый гонорар может исполнить абсолютно любую, даже самую отвратительную песню.
Алханов решает вручить Баскову звание заслуженного артиста Чечни. Тут же вмешивается Кадыров, и Басков объявляется уже народным артистом республики. Потому что я счастливее всех людей, мне Бог с небес послал тебя, Рамзан, и все. Путин не спешил увольнять Алханова. За него просили кураторы из МВД и других силовых ведомств. Но у самого Путина были обязательства перед Рамзаном. Он обещал ему республику в 2004 году, во время той встречи в Кремле после смерти Ахмата. В итоге Алханов не выдержал. В феврале 2007 года он попросился в отставку и отправился на незаслуженную политическую пенсию. Ему дали незначительный пост замминистра юстиции, а еще разрешили следить за этикой в Российской футбольной лиге. Молодец. Нарушение правил. Фол был грубый. Судья продолжает. Ничего себе. Ничего себе. Это был ваш голос? Да, это я. Рамзан Ахматович Кадыров, глава Чеченской Республики. Скандальное дело об избиении в Грозном футболиста клуба «Краснодар» Спартака Гогнева вышло на международный уровень. Гогнев получил переломы ребер, носа и сотрясение мозга. Джордан Ларсон подталкивает его. Слышим сейчас поздравительные звуки. Вот, уже это кто-то дорвался до микрофона. С февраля 2007 года Рамзан Кадыров – единоличный правитель Чечни. К тому моменту ему уже исполнилось 30, и ничто не мешало молодому властолюбцу стать президентом родной республики. Все конкуренты Рамзана в борьбе за власть либо загадочно умирают, либо сдаются и уходят в тень в результате запугивания и прямого насилия. Ничто, ни убийство, ни коррупция не приводит даже к началу расследования против Кадырова. У него абсолютный иммунитет. К первому президентскому сроку Кадырова в живых, вероятно, не осталось ни одного человека, кто участвовал в его восхождении к власти. Кроме, разумеется, Путина. Атлан Гириев, в квартире которого гостил Ахмат Кадыров. Партнеры Атлан Гириева по лазанской преступной группировке. Макс Лазовский. Хожахмед Нухаев. Еще один вожак гангстеров Лечи Исламов. И, наконец, Герман Угрюмов, заместитель главы ФСБ, первый встретившийся с Кадыровым. Я думал, что нужна нам независимая Ичкерия, что мы будем жить, что мы сможем жить, но отдельно как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, да, мы не сможем продержаться 3 месяца, да, даже месяц не можем. Да. Что Кремль выиграл, посадив на чеченский трон Кадырова и закрывая глаза на преступления, к которым тот мог быть причастен? Можно было бы предположить, что в обмен федеральный центр получит послушную республику, где соблюдаются законы и правила, действующие в остальной России.
Однако произошло ровно обратное. При Кадырове Чечня фактически вышла из российского правового поля. Став уникальным регионом, где есть своя армия, свое, по сути, шариатское законодательство, где, в отличие от всей страны, по факту действует смертная казнь, где воруются колоссальные деньги, и никто не несет за это наказание. Кадыров как будто превратил Чечню обратно в Ичкерию, независимое от Москвы государство, или, проще говоря, султанат. Сколько российское государство платит Кадырову за лояльность – один из главных секретов нынешней Чечни. С первых лет правления клана Кадыровых Чечня получает из федерального бюджета более $1 миллиарда ежегодно. В этой сумме учитываются лишь прямые трансферты на так называемую сбалансированность бюджета республики. На самом деле, в Чечню еще идут огромные деньги на социальные расходы, зарплаты бюджетников и всевозможные выплаты. Нам Россия за год именно за республику, за содержание народ Чеченской республики за 300 миллиардов денег тратит. 300 миллиардов рублей в год. Если грубо округлить, это $3 миллиарда. Например, это годовой бюджет Башкирии, где есть сотни работающих предприятий и примерно в 3 раза больше населения. Для сравнения, компания Facebook когда-то заплатила за покупку Инстаграма, так любимого Кадыровым, $1 миллиард. То есть каждый год Путин дарит Чечне 3 Инстаграма. Но такие подсчеты всегда поверхностны. К тому же ни в каком российском регионе не было войны 20 лет назад. Допустим, $3 миллиарда ежегодно действительно нужны чеченскому народу. Тогда, наверное, республика должна бы жить в достатке. Кадыровы были небогатой семьей. Когда Ахмад Кадыров решил стать исламским богословом и поехал в Бухару на учебу, денег ему дал богатый знакомый родом из Гудермеса. Тот же обеспеченный покровитель по имени Умар, таких в СССР называли цеховиками, купил Ахмату Кадырову первую машину. Моя семья обеспечена, но у них машины есть, деньги есть, но все есть, но вот. А у вас ни хрена ничего нету дома. Потому что вы всю жизнь будете завистью жить и умереть дома. Позже у Кадыровых появился автомобиль «Нива». Его семье муфтия подарил террорист Шамиль Басаев, тогдашний кумир молодого Рамзана. Ваше мнение относительно Кадырова? Ну, во-первых, фамилия не Кадырова, а Кафырова. Там опечатка произошла, вместо «Д» там «К» должен быть. Свою вторую машину, белый Митсубиси Паджеро, семья муфтия получит в подарок от братьев Ямадаева, тех, что чуть ранее подарили Рамзану первый автомат. Эта фотография сделана в Гудермесе. После окончания Первой войны тогда командиры отряда съехались на молитву и религиозный танец зикр.
Вот, вероятно, самое раннее видео с участием чеченского вождя. Несмотря на небогатую юность, Рамзан все-таки любил попонтоваться, произвести впечатление. Это начало 90-х. Чечня только начала борьбу за отделение от России. На видео несколько раз попадают люди с оружием, но еще без зеленых околышей и бород, которые боевики будут массово носить с началом джихада, который России в 1995 году провозгласил отец Рамзана. Деньги у семьи Кадыровых начали появляться в конце 90-х. При Масхадове им на откуп отдали одну нефтяную скважину еще советских времен. Она находилась в селе Виноградное. Вскоре Кадыровы купили 5 КАМАЗов, оборудованных цистернами, и гнали самопальную нефть на продажу в Россию. Когда Кадыровы присягнули Путину, в их теневом бизнесе мало что поменялось. Вместо спекуляции нефтью они начали торговать бензином. Это автозаправки «Лидер», разбросанные по Чечне. По сути, с этих заправок и начался огромный бизнес семьи Кадыровых. Название в честь Ахмата Кадырова, лидера Чечни. На какие деньги бывший муфти и его сын смогли начать большой топливный бизнес? Помните, Кремль предлагал миллионы долларов тем чеченцам, кто согласится перейти на российскую сторону. Это первая версия. А вторая? Аллах дает хвала Аллаху. Вас о чем не спросишь. Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что не Аллах. Все зародилось здесь. Это спортивный клуб «Рамзан» в Гудермесе. Этот город, вероятно, единственный в Чечне, сохранившийся более или менее невредимым во время всех войн. Все дело в том, что город контролировал тот самый клан Ямадаевых, который перешел на сторону федералов. В Гудермесе было много административных зданий, которые семья Кадыровых просто забрала себе, едва придя к власти. Клуб «Рамзан» заселился в советский универмаг «Маяк». Внизу там был спортзал, а наверху комната для деловых переговоров. Рамзан при отце отвечал за все финансовые вопросы, и доходило до того, что днем Ахмат собирал людей у себя в кабинете, а вечером те же люди приходили к Рамзану в клуб решать вопросы за деньги. Если кто-то хотел купить должность в администрации, шли к Рамзану. Получить госконтракт, шли к Рамзану. Из этого клуба и управлялась подпольная бизнес-империя семьи Кадыровых. Это обложка журнала «Лидер», который издавался в Чечне. В то время, когда в республике решительно не хватает всего, у людей в селах нет ни газа, ни канализации, Рамзан печатает журнал о самом себе. Дорогая бумага, качественная полиграфия. Этот журнал тоже часть империи Кадыровых. Слово «лидер» присутствует в названиях множества фирм, связанных с этой семьей. В 2007 году журнал публикует, например, вот такую фотографию задумчивого Рамзана. Весь тот номер посвящен исключительно ему. А вот стихи о Рамзане. Вообще вся экономика Чечни принадлежит Кадыровым. Для этого не надо даже проводить глубокое расследование. Они не стесняются прямо на себя оформлять дорогостоящие активы. Торговый центр «Минутка» на одноименной площади Грозного,
Столичный отель «Тийнала» на берегу живописного водохранилища и грозненское такси записаны на 20-летнюю дочь Рамзана – Табарик. Самый большой рынок Грозного Беркат принадлежит первой жене – Медни Кадыровой. Такой же рынок в городе Аргун – матери Рамзана Аймани. Семейная клиника Аймед записана на 84-летнюю тещу Залпу Айдамирову, мать Медни. Другие активы управляются через фонд имени Ахмата Кадырова, формально руководит которым мать Рамзана. Это самая невероятная некоммерческая организация в России. Она принципиально не раскрывала отчетность, как положено по закону, и за это ей ничего не было. В фонде аккумулируются огромные деньги, полученные в виде дани от крупного бизнеса и простых чеченцев. Далее фонд создает компании, которые в свою очередь получают господряды. Этакий порочный круг воровства государственных денег. Сначала Кадыров выбивает из Москвы бюджетное финансирование, а потом отдает его не простым чеченцам, а своим же компаниям. Например, дочка фонда, фирма «Мегастрой Инвест», получила госконтрактов на 24 миллиарда рублей. И так еще на множестве примеров. Это Ахмат Айдамиров, номинал Кадырова. Он значится владельцем автосервисов на заправках «Лидер», владеет бургерной, которую открывали Рамзан Кадыров и рэпер Тимати. Давайте сегодня нам покушаем вкусно. От души. От души. Самые мощные. Самые сочные. Где? Грозно! Детским лагерем «Горный ключ» в Шалинском районе, куда Кадыров привозил украинских детей на перевоспитание, а также компанией, которая сдает помещение чеченскому филиалу МГУ. Еще один номинал Рамзана Кадырова. Его односельчанин по Центарою Мавсади Альвиев. На него записан отель «Шали-Сити» в одноименном райцентре, архитектурная организация «Чечен-проект», которая получает госконтракты на строительство, компания «Электросвязь Чеченской Республики», которая предоставляет чеченцам доступ в интернет, и, наконец, фирма «Грозный Сити», на которую оформлены доли во множестве чеченских бизнесов, от торговли халяльными бургерами до автосалонов. Компания «Оникс», также записанная на Альвиева, занимается во всей Чечне вывозом мусора. То есть этот Альвиев контролирует в Чечне едва ли не все? Кадыров назначил министрами чеченского правительства своих родственников, а руководителями подставных компаний своих номиналов, приятелей и односельчан. В итоге первые просто отдают вторым государственные деньги в виде госконтрактов. Это просто вопиющая схема безудержного воровства в масштабах целого региона. Все это показывает, как деньги воруются из бюджета. Но никто не рассказывал прежде, как эти деньги в итоге оказываются буквально в кармане Кадырова. Мы нашли, вероятно, главный канал, с помощью которого Рамзан, его семья и друзья обналичивают сворованные ими деньги.
это компании «Бинофон», «Орбита» и «Изумруд». Через них проходят огромные деньги, а две из них и вовсе входят в топ чеченских компаний по размеру выручки. То есть должны быть серьезными большими фирмами. Однако, глядя даже невооруженным глазом, понятно, что это так называемые живопырки. То есть фирмы, созданные с сомнительными целями. Например, чтобы легализовывать через них похищенные деньги. Если смотреть на отчеты этих компаний, то они владеют активами на 150 миллиардов рублей. Это свыше $1,5 миллиарда долларов. В чеченской экономике просто не может быть компаний такого масштаба. Если присмотреться к этим живопыркам, откроется сенсационный факт. Это личные кошельки Кадырова, через которые он получает деньги, похищенные из бюджета, или заплаченные в виде ренты теми бизнесменами, кто пользуется покровительством чеченского руководства. Вот как это выглядит. Это Хасмагомед Кадыров, племянник Рамзана и мэр Грозного. Будучи мэром, он получает деньги из бюджета, почти 8 миллиардов рублей в год. Потом Хасмагомед отдает почти 1,5 миллиарда рублей из этой суммы в виде контрактов на ремонт всех школ и благоустройство города той самой фирме «Бинофон». И не просто отдает. Мэрия перечисляет деньги в виде 1400 почти всегда равных траншей. Всякое бывает в бизнесе, но чтобы стороны договорились о таком условии контракта, выглядит нонсенсом. Это явный сговор. Мэрия просто перегоняет деньги в Бинофон. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Опять еще. За фиктивный ремонт школ Бинофон в пересчете на валюту получил 8 миллионов долларов. То есть в некую подставную фирму напрямую ушло 16% всей федеральной помощи чеченской столице. И это только начало. При таких деньгах фирма должна процветать и иметь респектабельный офис с видом на центр Москвы, а не одну работницу в штате, судя по всему, бухгалтера, сдающую липовые отчеты в налог. Весь процесс устроен так. Основная часть денег приходит от 100 частных компаний и бюджетных организаций. Бюджетные – это, например, те самые деньги, украденные из бюджета Грозного под видом ремонта школ. Другая часть этих денег приходит из компаний, которые контролируют люди Рамзана Кадырова и получают государственные контракты. Например, чуть больше 3 миллиардов Бинофон получил от той самой фирмы «Мегастройинвест», которая, по сути, принадлежит семье Кадырова. Еще одна часть платежей выглядит как плата кадыровцам за силовую поддержку или за услугу по обналичиванию денег. Например, компания из Сургута «Промэнергострой» перечислила 500 миллиарда рублей, подмосковная «Главстрой» – 700 миллионов. В Бинофоне лежит половина бюджета Чечни. Фирма ничего делать не умеет, у нее нет штатных сотрудников и субподрядчиков. Стопроцентная живопырка. Эти деньги, недолго думая, просто выводят на физических лиц и обналичивают. Миллиарды долларов просто снимают в банкоматах. Это 15 никому неизвестных, преимущественно молодых чеченцев. У них ни бизнеса, ни понятного дохода, ни кредитной истории. Почти все уроженцы Шалинского района. Только эти 15 человек за последние 18 месяцев получили 48 миллиардов рублей, то есть почти 537 миллионов долларов в виде беспроцентных займов.
то есть просто безвозвратно. Выглядит как венчурные инвестиции. Мы стали разбираться и, естественно, нашли этих стартаперов, получивших колоссальные деньги в своем первом инвестиционном раунде. Это Муслим Мурадов. Ему 30 лет. Он работает в Шали таксистом. За 3 декабрьских дня 2023 года он получил от Бенафона свыше 4,5 миллиардов рублей. Неплохие чаевые. От других компаний-живопырок Мурадов получил такие же займы. Общий объем инвестиций в таксиста из Шали – 14 миллиардов рублей. И куда же эти деньги пошли? Все просто. Наш стартапер тут же превращал виртуальные деньги в реальные. В частности, 11 миллиардов Мурадов просто получил наличными в отделении Государственного банка ВТБ. Чтобы вы могли представить, это чуть больше 2 тонн, если 5000-ными купюрами. Банковский комплаенс, проверка контрагентов. Не слышали. Еще на почти 8,5 миллиардов Мурадов тут же в банке ВТБ купил слитки драгоценных металлов. Это еще свыше тонны. Наконец, оставшиеся 3 с лишним миллиарда рублей Мурадов отправил третьим лицам, также оформив как беспроцентный займ. Все эти многомиллиардные операции таксист из Шали провернул за 3 предновогодних дня. Как говорится, закрыл финансовый год. Похожая ситуация и с остальными чеченцами из списка. Дук Ваха Мавсуров, который работает начальником отдела ЖКХ Веденского района, получил от Бенафона займов на более чем 4,5 миллиарда рублей. 28-летний Аюб Бердукаев из Сержень-Юрта еще 5 лет назад имел уголовное дело за кражу 13 тысяч рублей, а теперь помог обналичить свыше 2 миллиардов. 24-летний автосварщик Аюбхан Мудаев, который обычно занимается латанием отечественных машин в Шали, в январе-феврале 2024 года получил займ на 796 миллионов. Вся рассказанная нами схема должна быть по определению видна российским налоговым органам и тем более спецслужбам. Но никто это не расследует, так же, как и убийство в кадыровском окружении. Кремль, однажды подарив Кадырову всю Чечню, вопросов задавать не хочет. Экономические интересы Рамзана и его многочисленных родственников и приближенных давно вышли за границы Чечни. Теперь они глобальные рейдеры. Это Павел Кротов и Сергей Кропачев. Эти двое работают очередными подставными лицами, на которых Кадыров и его окружение записывают огромные бизнесы в России. На Кропачева, например, оформлена доля в сети кофеин Starbucks, которая ушла из России. Формально говоря, Starbucks продал свой российский бизнес все тому же рэперу Тимати, а по-настоящему вот этому человеку. Вероятно, через того же Кропачева Кадырову отошла доля в российской сети Макдональдс. Кротов и вовсе уникальный номинал. На него записывали многочисленные московские бизнесы, которые силой отжимали кадыровцы. При этом в судьбе самого Кротова, как говорит знавший его человек, был такой же опыт. В какой-то момент кадыровцы принудили его к покорности, угрожая кому-то из его родственников. В 2022 году Кротов даже судился с журналистами проекта, доказывая, что он не работает на главу Чечни. Никому не хочется ассоциироваться с Кадыровым, даже его подручным.
Помимо денег, у Кадырова есть и другая страсть. Она обходится ему очень дорого. كنت بحفلة بأحد الحفلات عم بحييها بالشيشان وكان موجود الرئيس فهو أخذ المايك وبده يعبر بالعربي هو طبعا ما بيعرف يحكي ولا كلمة عربي بس حفظ كلمتين لحتى يحكيني اياهم فمسك الميكرو قال لي انت جميله جدا بوشوش حدا حده شوي لحدا اللي حده بيترجم لي بالانجليزي انه طالي بايدك قدام الناس. У Кадырова несколько постоянных жен, хотя российские законы и запрещают многоженство, а также огромное число наложниц. Впрочем, наложницы – не совсем точный термин. На время отношений с девушками Кадыров приказывал местным муллам оформлять так называемый никах, то есть исламский брак. Так девушки страховались от обвинений в блуде. Хотя это особо не помогает. В Чечне есть немало красивых девушек, живущих с клеймом бывших наложниц Кадырова, которых он лишил девственности, из-за чего их потом не берут в жены. Для рядового чеченца совсем не секрет, что у Кадырова есть гарем. В 2013 году в Чечне бурно обсуждали песню Тамилы Сагаиповой «Мой нанак». С музыкальной точки зрения это обычная лезгинка в электронной аранжировке. Язык – смесь чеченского, русского и жаргона. В России эту песню особо не знают. Зато на Кавказе в то время под нее танцевали даже на свадьбе. Но главное в этой песне слова во втором куплете. Там перечислены многие наложницы Кадырова. Собственно, нанак – это чуть измененное домашнее имя Рамзана Кадырова, которого дети называют Нанат. То есть певица обращается к Кадырову максимально нежно, как к члену своей семьи. Мы идентифицировали всех женщин, скрывающихся за этими именами, а в одном случае за ласковым домашним прозвищем. Это основные жены чеченского вождя. Медни Кадырова, Фатима Хазуева, Замира Джабраилова и Аминат Ахмадова. Зачем нужны мужья, которые каждую ночь изменяют им, говорят им, что ты моя единственная, а завтра там идет там другой там и говорит, что там ты моя такая, там зачем такая любовь? У меня очень красивые дети, любящий муж, и я себя считаю очень счастливой женщиной. Про Медни Кадырову знают все. Ее Рамзан официально представляет своей супругой, как и положено по российским законам. Она, как и все прочие кадыровские женщины, очень обеспечена. Чтобы прятать дорогое имущество, этой жене Кадырова даже изобрели вымышленную личность. У нее второй паспорт на имя Медни Мусаевой. Кадыровская пропаганда утверждает, что Медни к своим 42 годам родила Рамзану 14 детей. Это, конечно, неправда. Дело в том, что Кадыров просто отбирает детей у своих наложниц, брак с которыми не может признать официально. И это драма для детей.
второй по старшинству сын Кадырова – Эли. Мать Эли – Фатима Хазуева, одна из неофициальных жен чеченского правителя. Фатима также мать 3 других детей Рамзана Кадырова. Вот ее дочь Ашура, которая на этой семейной фотографии обнимает свою ненастоящую мать Медни Кадырову. А это Эсад и шейх Ахмад, двойняшки которых Фатима родила в 2015 году. Однажды я стал свидетелем семейной драмы. Фатима хотела обнять одного из своих детей, придя в дом Рамзана, но отец строго запретил. Фатиму Рамзан взял в жены при обстоятельствах, достойных отдельного рассказа. Хазуева заняла 2-е место на единственном в истории Чечни конкурсе красоты. Он прошел весной 2006 года. По сути, конкурс проводился специально для Рамзана. Там даже не было посторонних зрителей. Это объяснялось заботой о морали. А на самом деле причина была проста. Рамзан устроил шоу специально для своих женщин. В тот момент, когда Хазуева получала приз за 2-е место, она уже носила сына Рамзана. Тогда Фатиме было 14 лет. Она еще училась в школе. Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первого курса. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может даже сотни. Это самая ужасная часть истории. Люди, с которыми мы говорили и которым доверяем, вспоминают, что в нулевых Кадыров брал девушек, как они выражаются, по беспределу. Красивых, юных чеченок люди Кадырова могли поймать прямо на улице, по пути на учебу. Каким-то из своих наложниц Кадыров запрещал даже думать о том, чтобы родить от него ребенка. За любое ослушание – неминуемая кара. Так случилось с Жанетой Мукуевой. Ее историю нам рассказали 3 человека, знакомых и с Рамзаном, и с семьей девушки. Жанетта – сверстница Рамзана. Он знал ее с юношества и, как говорят, был в нее влюблен. Но в молодом возрасте Жанетта вышла замуж за другого чеченца. Его зовут Тимир Булат. В 90-х Тимир Булат был на коне. Он занимался махинациями Совиза. Таких в Чечне называли воздушниками, потому что они торговали воздухом. Но брак в итоге распался. В начале 2000-х Жанетта развелась, оставив себе маленькую дочь по имени Линда. О разводе узнал Рамзан и нагрянул к объекту своей давней страсти. Между ними возникли отношения, которые в итоге привели к трагедии. Причиной смерти были названы многочисленные сквозные пулевые ранения головы и грудной клетки. 2 знакомых с Кадыровым людей считают, что расправу за какую-то провинность учинил сам Рамзан. Хорошо помню, как, услышав новость о смерти Жанеты, Рамзан обрадовался. Одну из своих заправок в Грозном Кадыров на время назвал именем убитой любовницы – Жанетта. Это его извращенное чувство юмора. Еще одна тайная жена Кадырова и героиня той самой песни – Хутмат Дадаева. На самом деле ее зовут Залина. За то, что она в чем-то ослушалась султана, ее тоже ждала расправа. Но не физическая, а карьерная. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики» Дадаевой Хутмат Ариковне.
Сначала молодая девушка регулярно появлялась в новостях вместе с Рамзаном в качестве его помощницы. Курировала женский клуб «Иман» – это объединение женщин-сторонниц Кадырова, и молодежную политику в республике. До определенного момента Кадыров регулярно проводил встречи с этим клубом и публично поздравлял свою помощницу с днем рождения, желая счастья в личной жизни. Но после 2017 года встречаться перестал, а Дадаеву понизил в должности. Наказана была и певица Тамила Сагаипова, написавшая нежную песню о гареме Кадырова. Уже после связи с Рамзаном девушка нашла близкого человека. Но это не понравилось султану. А своих послушных жен Кадыров осыпает деньгами. Одно время их всех селили в одном из новых многоквартирных домов в центре Грозного. Потом многие из них получили дорогие особняки в самом охраняемом районе чеченской столицы, аккурат за резиденцией Рамзана. Там же, например, стоит роскошный дом Фатимы Хазуевой. Теперь понятно, на что Кадыров тратит миллиарды, сворованные из бюджета через компанию «Бинофон» и ей подобные. В свободное время он любит вывести весь свой гарем в Дубай. Там наложницы Кадырова играют со своим нанаком в матче. Кроме денег, важен и статус. Почетно быть матерью наследника султана Чечни, даже если женщина и не может заявить о материнстве публично. Например, почетно быть матерью Адама Кадырова. Присваивается звание Героя Чеченской Республики. Я Жабраилова Замира, родилась в цветущем городе Грозном. Нравится тихое место в саду, нравится прогуливаться возле речки, сидеть, смотреть на небо. Люблю стоять у окна, когда идет дождь. Замира Джабраилова стала победительницей того самого конкурса красоты, организованного специально для женщин Рамзана Кадырова. В дни конкурса ей было 14 лет. Сына Рамзана Кадырова, Адама, с первых дней его жизни будут представлять сыном другой женщины. Может ли эта семейная тайна быть причиной ненормальной жестокости Адама? Сложных семейных коллизий хватало у всех Кадыровых. Но в истории с Адамом есть еще кое-что ужасающее. В 2022 году в Чечне при странных обстоятельствах ушли из жизни двое приближенных Адама Кадырова. Национальный рекорд. 18 боев, 14 побед, 4 поражения. Дамы и господа, встречайте! Представляющий клуб «Ахват» Чеченская Республика Россия! Первый – Абдулкерим Идилов. Профессиональный боец ММА. Абдулкерим, чеченский лев!
Он тренировал сыновей Кадырова, за что получил должность вице-премьера Чечни. В ноябре 2022 года спортсмен Идилов исчезает из вида. Чеченские СМИ скупо написали, что вице-премьер подал в отставку по собственному желанию. Ни Рамзан Кадыров, ни чеченский премьер ни слова не сказали публично о кончине своего друга и коллеги. Даже чеченские СМИ как будто не заметили смерть Идилова. Наши бойцы лучшие из лучших. Да здравствует Россия, да здравствует Чечня, да здравствует Абдулкарим Идилов! Второй таинственно умерший приближенный Адама Кадырова – это его телохранитель Мурат Агмерзоев, известный под позывным «Барс». Он относительно знаменитый человек в республике, носил неофициальный титул самого быстрого стрелка в Чечне, работал инструктором в университете спецназа, который сейчас носит имя Владимира Путина. Несколько человек, с которыми мы говорили, подозревают, что и Агмерзоева, и Идилова Кадыров за что-то покарал. Дело в том, что в конце 2022 года в чеченском интернете стали распространяться слухи, порочащие семью Кадыровых. Одни утверждали, что Идилов и Агмерзоев якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. Другие обсуждали историю о том, что охранники и сын Кадырова якобы оказались гомосексуалами. Оба эти утверждения невозможно проверить. Для нас и не интересуют личные пристрастия людей. Но важно другое. Народная молва – очень существенная часть повседневной жизни Чечни. Дурная слава подрывала репутацию семьи Кадыровых. Ведь сам султан преследует и гомосексуалов, и наркозависимых людей. Как бы то ни было, вскоре после появления этих слухов Идилов и Агмерзоев отправились на тот свет. А на юного Адама Кадырова посыпались награды. Как воспитывать детей, сколько иметь жен, мерседесов, дворцов? Вам не кажется, что это личное дело Кадырова? Главное, что в Чечне больше не убивают российских солдат. Активных боевых действий в Чечне действительно давно нет. Но главная заслуга в этом, собственно, российской армии, а не марионеточного режима, выбранного Кремлем на квартире криминального авторитета. Зато убийства граждан России продолжаются и уже давно совершаются далеко за пределами самой Чечни, в Москве и даже в других странах. Три основных подручных Кадырова по грязным делам. И, наверное, единственные не родственники Рамзана в чеченской верхушке. Магомед Даудов, по паспорту Тимур, которого в Чечне чаще называют, используя его позывной «Лорд». В начале Второй Чеченской войны молодой Даудов воевал против федералов под Курчелоем в отряде полевого командира по кличке Хожик. Во время одного из боев кадыровцы схватили Даудова и привезли его к Рамзану в багажнике «Лады» 99-й модели. Даудов поклялся в верности новому хозяину и с тех пор выполняет многие грязные поручения своего руководителя. Даудов отвечает за репрессии внутри Чечни. Именно он руководил кампанией запугивания и убийств чеченских геев. Чеченцы не могут стрелять чеченцев. Я думаю, что я перешагнул. Мне разницы нет. Бандит он.
или посажу, или уничтожу. А это Адам Делимханов, прозвище которого сами по себе описывают новейшую историю Чечни. В 90-х, когда шла Первая война, он был личным водителем у полевого командира Салмана Радуева, за что его называли кучером. Делимханов возил Радуева к любовнице, которая позже выдала того федералам. А когда война закончилась победой боевиков, Делимханов занялся торговлей металлоломом, которого в Грозном тогда хватало. С началом Второй войны Делимханов пошел на службу к Кадырову. Он в чеченской верхушке отвечает за грязные дела за пределами республики. В первую очередь в Москве. Также Делимханов руководил рейдерством в интересах Кадырова. Его люди угрозами и силой отжимают предприятия по всей России. В Чечне Делимханова многие годы с испугом просто называли Адом. И всем было понятно, о ком идет речь. Но недавно случилась перемена. У Рамзана подрос наследник, тот самый сын Замиры Джабраиловой. И теперь только он может быть единственным Адамом в Чечне. Сейчас Делимханова при дворе Рамзана Кадырова называют «белой бородой», но по-прежнему с испугом. Действительно, Третий приближенный Рамзана также вовлечен в грязные дела. Сулейман Геремеев, двоюродный брат Адама Делимханова. Он хоть и служил в чеченских силовых органах, большую часть времени находится в Москве, где курирует рейдерство, выбивание долгов и заказные убийства. Геремеев базируется в президент-отеле на Якиманке, за номера в котором для чеченских бойцов платит республиканский бюджет. Сулейману Садулаевичу Геремееву, позвольте ему вручить награду. Вокруг Геремеева целая семья преступников. В его делах участвуют его племянники Руслан и Артур. Он настолько вырос, что его уже можно и в президент иметь. Если бы премьер-министром в марте 1998 года назначили Иисуса Христа, случилось бы то же самое. На карьере Немцова, как потенциального претендента на пост президента России, можно смело ставить крест. Мы никогда не будем молчать! Россия будет! Какие жертвы ты готов? Выяснилось, что я готов на довольно значительные жертвы, да? Оказаться за решеткой, на эти жертвы, в общем, мы вынуждены быть готовыми. На одну жертву я все-таки не готов. Быть убитым я не готов. Это был шок. В 100 метрах от Кремля в ту ночь расстреляли не только человека, которого я лично знал. Тогда убили одного из самых известных оппозиционеров России. В тот момент, вероятно, единственного политика, который мог бросить вызов Путину. Немцов планировал участвовать в президентских выборах в 2018 году. Поэтому с самого начала было понятно, что убийство политическое.
Еще в 2002 году Кадыров лично угрожал Немцову смертью. Этот случай Борис описал в своей книге «Исповедь бунтаря». Но Кремль и российские спецслужбы, как всегда, сделали все, чтобы вывести Кадырова и его людей из-под ответственности. Это утро того дня, когда убьют Немцова. Вход в подъезд на улице Веерной на западе Москвы. Здесь, в нескольких домах, есть квартиры у видных чеченцев, в том числе самого Кадырова. На одной из квартир, в которой жил Руслан Еремеев, в тот день встретились убийцы Немцова. Вот, например, Беслан Шаванов, а вместе с ним неизвестный в шапке, синей куртке, джинсах, с сумочкой на плече. А это подъезд еще одного дома на Веерной, где жили другие участники группы спустя всего час после убийства Немцова. Из подъезда выходят Анзор Губашев. Скажите, а вот вы раскаиваетесь в том, что я не раскаиваюсь, если мы сейчас и еще раз поставите еще в друг друга? Заур Дадаев. Я его, видел уже, когда было метров 20-30 расстояния было между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. И Руслан Мухудинов. А следом за убийцами идет все тот же неизвестный мужчина, который утром сопровождал другого участника расправы над Немцовым. А это вновь первый дом на улице Веерной. На видео все участники убийства Немцова и все тот же неизвестный мужчина с сумочкой. Они не виноваты. Я этих людей знаю, потому что они со мной воевали. И последнее видео. 28 февраля. Прошел день после убийства Немцова. В Москве усиленные патрули, полиция ищет убийц, и все, кто был причастен к покушению, стараются срочно покинуть город. Этот человек на видео – Артур Еремеев, брат Руслана Еремеева. Он вышел из подъезда на Веерной улице с вещами, а все тот же неизвестный помогал ему погрузиться в машину. Эти видеозаписи не секретны. Они есть в уголовном деле об убийстве Немцова, и их изучало следствие. Все фигуранты этих видеозаписей были в числе подозреваемых, кроме одного. Этого человека в куртке и с сумочкой на плече. Он провел вместе с убийцами едва ли не весь день совершения преступления, а потом помог одному из вероятных организаторов убийства скрыться в Чечне. А следствие даже не знает его имени. Первая зацепка. В материалах дела есть протокол допроса девушки, которая регулярно делала уборку в квартире на Веерной улице, где жили убийцы. Она знает неизвестного, то есть он явно бывал там часто. Она назвала его имя – Джибраиль. Именно так, с мягким знаком в конце, это имя упомянуто в деле. Вторая зацепка. В материалах дела есть биллинги, то есть данные о звонках с мобильных номеров участников покушения на Немцова. Сопоставив время звонков и появления людей на камерах наружного наблюдения, мы без особого труда вычислили номер неизвестного по имени Джибраил. Обнаруженный нами номер записан у других абонентов как Джибраил Эльдаров. Джибраил Эльдаров фигурирует в старых базах данных московской милиции как преступный элемент, но данные о его судимостях отсутствуют.
Возможно, у Эльдарова есть серьезная крыша. Точно известно, что он приходится родственником Вайце Таларову, видному чеченскому гангстеру. Таларов имел отношение к той самой лазанской преступной группировке, был одним из ее лидеров. Последние годы, когда бывшие лидеры лазанских погибли или исчезли, группировка фактически стала субподрядчиком Кадырова. Именно из ее бойцов подбирались исполнители для многих преступлений кадыровцев. Джабраил Эльдаров давно связан с кадыровцами. В одном из старых уголовных дел есть допрос родственницы, где она говорит, что Эльдаров снабжал кадыровцев оружием еще в 2003 году. А брат Джабраила по имени Джалаудин служил у Кадырова в батальоне «Юг» и даже награждался медалью. За время слежки за Немцовым и первых дней после его убийства Джабраил Эльдаров звонил всем остальным участникам преступления 754 раза. Он много и подолгу общался с Зауром Дадаевым и Анзором Губашевым, непосредственными исполнителями убийства, а также Русланом Мухудиновым, которого следствие называло организатором убийства. Наконец, он много говорил и с Русланом Геремеевым, которого адвокаты дочери Бориса Немцова считают непосредственным организатором убийства. Только вдумайтесь, 754 раза. О чем они говорили? О погоде. Это фотографии из телефонов Заура Дадаева и Тамерлана Искерханова, осужденных за убийство Немцова. Например, это сделано 10 февраля 2015 года, то есть за пару недель до убийства. На этих фотографиях Дадаев, Искерханов и все тот же Джабраил Эльдаров. Чеченцы зачем-то фотографировались на заправке, что позволяет нам увидеть еще одну улику. Позади них стоит Мерседес МЛ-300. Мы смогли связаться с родственником Эльдарова. Он утверждает, что Джабраил не причастен к убийству, хотя и знаком со всеми участниками преступления. По словам родственника, Эльдаров занимался в Москве выбиванием долгов и просто периодически жил в той же квартире, что и убийцы. Одним словом, уголовное дело Немцова буквально наполнено уликами о том, что к убийству мог быть причастен как минимум еще один человек. Есть видео, есть свидетель, есть телефонный номер. Следствие все это не заинтересовало. Во время следствия и судебного процесса я получил информацию, что Джабраил с большой долей вероятности связан с ФСБ. В действительности ситуация может быть еще более подозрительной. Дело в том, что Джабраил Эльдаров состоял в браке с Лайсен Искужиной, она же Елена Искужина, она же Амина Шишкина. Возможно, причина такой частой смены имен в том, что Лайсен приходится дочерью ветерану советских спецслужб Рудику Искужину, приятелю Путина по Комитету госбезопасности. В 80-х они вместе учились в институте КГБ. Депутаты Госсобрания Башкирии Курултая сегодня выбрали своего представителя в Совете Федерации Рудика Искужина. Путин не забыл старого сокурсника. Искужин почти 10 лет был сенатором от Башкирии. Это место он получил по протекции Кремля. Одно время его даже хотели назначить главой республики. Но что-то не сложилось. Кстати, когда Эльдаров был мужем Искужиной, он тоже менял фамилию. На время он стал Шишкиным по фамилии одного из предыдущих мужей Лайсен.
Зачем это ему понадобилось, мы не знаем. Но очевидно, что один из вероятных соучастников убийства Немцова очень не хочет, чтобы его идентифицировали. Эльдаров не единственный чеченский боец, которого следствие предпочло не беспокоить. Это Асламбек Хатаев. Он числился инспектором милиции в Чечне. Был подчиненным одного из братьев Геремеевых, Вахи. На самом деле, он охранник Адама Делимханова и его номинал. На него, в частности, была записана московская квартира семьи Делимхановых. Хатаев помог убийцам Немцова арендовать квартиру в Москве. И также много говорил по телефону с исполнителями преступления. А уже после убийства бронировал билеты для Руслана Геремеева, чтобы тот мог скрыться в Чечне. Поначалу следствие заинтересовалось Хатаевым, но потом просто исключило его из списка подозреваемых. Его в Чечне допросили местные силовики, подконтрольные Кадырову, и на этом все успокоилось. Для пущей защиты Хатаев переехал жить в Джалгу, родовое село Адама Делимханова. Среди людей, которые, вероятно, имели отношение к убийству Немцова и которых вывели из-под следствия, был еще один человек, который стал известен в 2004 году. Его личность очень многое может сказать о безнаказанности Кадырова и его людей. Около 2 часов ночи в столице был убит бывший вице-премьер Чеченской Республики Яков Сергунин. Он вместе с женой выходил из ресторана на улице Покровка. Мужчина собирался сесть в свой автомобиль, когда к машине подъехал мотоциклист. Он произвел более 10 выстрелов из автоматического оружия. Сергунин скончался на месте. Его жена выжила. Спустя 2 недели было совершено новое убийство. Пол Хлебников – американец русского происхождения. Помимо руководства журналом Forbes, он очень интересовался чеченскими темами. За год до убийства он опубликовал книгу о вожаке чеченской мафии Хош Ахмеде Нухаеве, том самом, который возглавлял лазанскую группировку, тесно связанную с ФСБ, а позже с Кадыровым. То, что он представляет такое течение варварства и отвержения всего законов, государства и так далее, это, конечно, его объединяет с Бен Ладеном и ваххабитами. Заказчиком убийства следствие назвало того самого Нухаева, что в каком-то смысле было весьма удобно властям. Нухаев прятался где-то за границей, и с тех самых пор о нем ничего не слышно. Вероятно, его нет в живых. Как и в случае с Немцовым, у Кадырова были мотивы, чтобы желать смерти Хлебникову и Сергунину. Как рассказывают члены семьи и коллеги Хлебникова, Пол начал собирать материалы для книги о воровстве федеральных денег в Чечне. Сергунин был одним из источников Хлебникова. Со дня на день он обещал передать журналисту дипломат с документами, но не успел. Непосредственных исполнителей преступления, как и в случае с делом Немцова, нашли довольно быстро. Теперь это не просто дело об убийстве Хлебникова. Речь, по словам прокуратуры, идет о целом ряде преступлений, совершенных этой бандой. Вымогательство, разбой и убийство бывшего вице-премьера Чечни Яна Сергунина.
Казбек Дукузов. Человек, который стрелял Сергунина и Хлебникова. Во время первого процесса присяжные его оправдали. Кодекс Российской Федерации оправдать за отсутствием событий преступления. А пока назначали второе рассмотрение, Дукузов скрылся. В 2011 году его задержали в Арабских Эмиратах и посадили за преступление, совершенное в этой стране. Москва тогда добилась экстрадиции Дукузова в Россию. Как будто, чтобы покарать за преступления в нашей стране, и в частности за убийство Хлебникова. Но вместо этапа под охраной Дукузова амнистировали и на частном самолете вывезли в Чечню, где он снова пропал. Его местонахождение неизвестно, но он точно работает на Кадырова. Но тут есть еще кое-что. Мы обнаружили, что убийство Немцова и Хлебникова связаны. И эта нить опять тянется к Кадырову. Этот человек, Магомед Идильсултанов, тоже выходец из чеченской преступной группировки. В 2004 году следователи сочли Идильсултанова одним из посредников в организации убийства Сергунина и Хлебникова. Его объявили в розыск, но не нашли. В 2010 году Идильсултанов сам явился в органы, дал показания, и обвинения с него были сняты. Видимо, так бывает. Человек прятался от розыска 5 лет и только после этого понял, что ни в чем не виноват. Пройдет еще 5 лет, и Идильсултанов снова будет в деле. С октября 2014 года, когда убийцы начали следить за Немцовым, и до 1 марта, когда они скрылись, Идильсултанов звонил участникам покушения по телефону 391 раз. В деле имя Идильсултанова не упомянуто ни разу. Его как будто не было. Но у нас есть объяснение, почему так произошло. На этой фотографии Идильсултанов вместе со своим братом Исой. Тот работал полномочным представителем Рамзана Кадырова в Ивановской области. А вот другая фотография. На ней Хамзат Устарханов. Это племянник Магомета Идильсултанова и очередной тренер Адама Кадырова по боксу. Оба залились. Двоечка хорошая залетела от Аслана. Нокдаун. Довольно непонятно, если честно. А вот Идильсултанов с другим Адамом. Делимхановым. По словам одного из наших источников, он приходится Делимханову дальним родственникам. А фото сделано в роскошном комплексе Забиль-Сарай в Арабских Эмиратах, где находится заграничный дом Рамзана Кадырова. Вообще Идильсултанов там много фотографируется. 3 из числа самых громких политических убийств времен Путина как минимум недорасследованы. А как максимум, в них скрыта причастность Кадырова. А ведь было много других политических убийств, связь Кадырова с которыми как минимум вероятна. Террор слился с антитеррором, а потом антитеррор родил новую волну террора. Анна Политковская, журналистка «Новой газеты» и правозащитница. Она писала критические статьи о Рамзане Кадырове. Нет такого в городе, чтобы не доходило руки Рамзана. Я даже раньше думал, что это
Рамзан, может, не в курсе, оказывается, во всем курсе. Мавлади Байсаров, бывший охранник Ахмата Кадырова, командир отряда «Горец» и полковник ФСБ. Тысячи погибших, без вести пропавших, изувеченных людей. Они боятся говорить. И они будут говорить о том, что да, мы уважаем Кадырова, потому что он так много сделал там, и так далее. Они другое говорят со своими друзьями. Наталья Эстемирова, сотрудница правозащитного центра «Мемориал», защищала жертв режима Кадырова. Юрий Буданов, бывший командир танкового полка, который был осужден за похищение и убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Умар Исраилов, бывший сотрудник охраны Рамзана Кадырова, сбежавший в Европу. Рассказ о жестокости и безнаказанности Кадырова можно было бы закончить здесь. Погасли свечи, ночь в окно твое идет. Но есть еще одна история. Это семья Ямадаевых. Бывшие полевые командиры, которые в начале войны перешли на сторону Москвы и немало помогли в борьбе с боевиками. Я сегодня передаю российский флаг Джабраилу Ямадаеву, чтобы он пронес его через оставшуюся часть Чечни. Когда Кадыров начинал путь к вершине, Ямадаевы уже были, вероятно, самым влиятельным семейством в Чечне. Один из братьев, Руслан, стал депутатом Госдумы. А второй, Сулим, подполковником ГРУ, в подчинении у которого был батальон бойцов. Многие в Чечне считали, что после смерти Ахмата Кадырова президентом должен стать именно Руслан Ямадаев. Рамзан, конечно, не мог терпеть рядом с собой столь влиятельных чеченцев. Кадыров-младший стал полноправным президентом Чечни в 2007 году. В Москве тогда тоже происходила передача власти. Президентом готовился стать Дмитрий Медведев. В отличие от Путина, к Медведеву Рамзан всегда относился с ухмылкой. Это отношение он пронесет через годы. Надо ответить. В январе 2008 года Сулиму Ямадаеву организовали закрытую встречу с Медведевым, который вот-вот будет избран президентом. Ямадаев собирался заручиться поддержкой Москвы в противостоянии с Кадыровым. Это было в Воронеже, куда Медведев приехал с группой генералов. Но Ямадаев проспал Медведева. Он не пришел на встречу. Дело в том, что со времен Первой Чеченской войны, когда чеченцы при свете солнца прятались от воздушных налетов, Сулим спал днем, а бодрствовал ночью. Так и проспал. Медведев был в бешенстве. Недолго думая, он сдал весь клан. Если каждый губернатор, президент начнет под себя давить армию, ну что будет? Что будет? Россия разрушится.
Кровная месть на федеральном уровне. В самом центре Москвы, можно сказать, под окнами премьера Путина среди бела дня был убит герой России, бывший депутат Госдумы и один из самых влиятельных людей в современной Чечне – Руслан Ямадаев. Убийцей Ямадаева был Асланбек Дадаев, очередной выходец из Лазанских. Он славился тем, что совершает убийство прямо на дороге, подбираясь к цели на мотоцикле или машине. Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, но он уже давно на свободе в Чечне. Остался безнаказанным и Сулейман Геремеев, которого допрашивали как вероятного организатора убийства. Чтобы обеспечить Геремееву неприкосновенность, Кадыров приказал сенатору Умару Джабраилову немедленно сложить полномочия члена Совета Федерации. Свободный мандат был тотчас передан Геремееву. Самый почетный закон вам поручили, Сулейман Садулаевич, под номером 100 запомнится всем. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги. Спустя всего полгода в Арабских Эмиратах был застрелен второй по влиятельности Ямадаев – Сулим. Убийцей был очередной чеченский бандит – Зелимхан Мазаев, а среди соучастников – личный конюх Рамзана Кадырова. За день до убийства в Дубай для координации покушения приехал Зелимхан. А с помощью Кадырова и при покровительстве российского государства в Эмираты было переправлено оружие, из которого убили Ямадаева. 3 пистолета, инкрустированные золотом, были ввезены в дипломатическом грузе под видом подарка. На рукоятке того пистолета, из которого стреляли в Сулима, была инкрустация с портретом короля Иордании Абдаллы. Убийца просто сбросил ствол, который на 70% состоял из золота, на той же парковке, где он, собственно, и расстрелял Ямадаева. Совсем не заметить причастность чеченского руководства к убийству в этот раз было уже сложно. Поэтому Зелимханова на короткий срок объявили в розыск за границей. А в России его никто не искал. Он продолжал работать депутатом Госдумы, так же, как Геремеев, сенатором. Великий президент Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Убийца Зелимхан Мазаев был позже арестован в Москве за другое преступление. Но российское следствие даже не стало вспоминать о его участии в убийстве Ямадаева. Рассказанное вдвойне важно, если вспомнить, что оба убитых Ямадаевых носили звание Героев России. То есть обладателей высшей государственной награды страны демонстративно убил другой герой России, которому государство за это ничего не сделало. Трое оставшихся в живых братьев Ямадаевых с тех пор разбросаны по миру. Один из них передал нам через своего знакомого. Погасли свечи. Ты знаешь, что она придет, промчались годы.
сомневаемся, что и в Кремле, и в Грозном приложат немало усилий для того, чтобы этот фильм посмотрело как можно меньше людей. И поэтому мы призываем вас поделиться ссылкой на наш фильм «Расследование» со своими близкими. Также вы можете поддержать нашу редакцию, подписаться на наш YouTube-канал и стать спонсорами будущих расследований. Ссылка в описании. На темном небе сияет яркая луна и теплый ветер. Как жизнь прекрасна, все же была, жизнь пролетела. Среди веселья кабаков все улетело. Остался страх, кошмар.